мой тайный и страстный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон. Так красив свод неба атласный и звездный ясный, струн печален звон. Озарить во ночи улыбкой и стан твой гибкий обниму, любя. До зари, до утра прохлады я петь серенады буду для тебя. Ночь молчит, и тени густеют, но, видишь, бледнеет пред зарей восход. Мирно спит за крепкой стеною, объят тишиною весь наш городок. Мы одни, никто не узнает, пока не светает, выйди на балкон. Звезд огни дрожат и мерцают, им ввысь посылают. Ну ладно. На воздухе хоть бываешь? В гастроном хожу. Не умирай же с голоду. Работу твою получил. Спасибо, что держишь в курсе. Прочитал. Перечитал. Перечитал. Я не психолог и не лингвист. Я шахтер, инженер. Если тебя интересует мое мнение, я скажу. Конечно, интересует. Говори давай. При всем моем уважении к тебе, я вынужден сделать вывод, что твоя диссертация никого, кроме специалистов, заинтересовать не сможет. Ну почему? Особенности пространственной организации, биоэлектрической активности мозга во время речевого акта, стихи. Да. Я обдумал, почему это произошло. Знаешь, ты не смог нащупать болевой точки современности, а она есть. Я собрал для тебя материал по наиболее современной проблеме. Но чтобы тебе не было скучно копаться в статьях, цифрах, я изложил его в виде повести. Выслушай, прошу внимательно, не перебивая. Написано это для тебя. Впоследствии прошу не выбрасывать, а перечитать несколько раз для того, чтобы понять идею полностью. Ты не голоден? Ну, тогда начнем. Название условное «Закрытие Энской ГЭС». Впоследствии можно подумать о более удачном.
турбинном зале Энской ГЭС наступила наконец та долгожданная тишина, показавшаяся неожиданной для всех. Алексей Николаевич Кондратьев вытер пот со лба и прошел, гулко ступая по молчащему залу, обойдя понуро стоящего бывшего директора Лычкина. Он подошел к окну и увидел, как медленно, словно нехотя, вода начинает отступать. Уже никогда более ее безжалостный напор не будет вращать гигантские машины, загубившие сотни и сотни русских деревень и городов, подумал про себя Алексей Николаевич. Ему представилось, как обнажаются из отступающей воды остовы затопленных домов и церквей. Скоро все это заживет полноценной жизнью. Туда вернутся люди, чтобы возродить русскую землю. Мысли его сами собой унеслись на 5 лет назад. Восемь, 200, 300. Ну вот, недорого. И Москва рядом. Машина своя. Раз там, раз здесь. Скульптора раньше здесь жили. Такие люди бывали. Не нам с тобой чита. Да я не себе снимаю, отец будет тут жить. Цивилизации не выносит, а тут он, самое то. Это Красота. меня не касается. Кто хотите, те и живите. Дом-то братин. При жизни совсем чужие были. А перед смертью вспомнил, дом отписал. Знаменитый при жизни скульптор был. Мой, земля мала, как остров, без меня тебе Умер любимый, вовремя. лететь Похоронили с одним крылом. почестями. А я кто? Не то, не все, а живу. Папа, Да. папа, смотри. Не мочу. А если понравится, я могу еще на год сдать. Ну, посмотрим. Короче, как договорились, недельки через 3. Ну, да? 3 так 3. Ну, спасибо. Жена чего не посмотрит? Да, приболела она что-то. Голова у неё. Далеко ехать, а не Мгм. посмотрела. Единственная просьба, ничего во дворе не трогать. Тут из Москвы люди приезжают, вроде как реликвное место. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, чтоб заплату отдавал, тещу мамой называл, так к футболу равнодушен, в компании не скучно. Папа, а почему дядю закопали в землю? Потому что вел себя плохо, вот его и закопали. А если я буду себя хорошо вести? А если ты у меня будешь хорошо себя вести, тебя вот так возьмут и поставят на пьедестал. Ну-ка. Стой, так. Будь готов. Всегда готов. Как Как Гагарин и Титов. Правильно, молодец, моя маленькая девка моя. Сладкая. Господи. Мама, а там великана в землю закопали. Хорошо, хорошо. Да не поедет он. Лучше бы ты этими деньгами сортир бы оклеил. Садишься и перед глазами. Раньше хоть бесплатно блажил. Устала я, Сережа. Суд над преступниками закончился, публика поднялась на ноги и аплодировала стоя. Алексей Николаевич с трудом сдерживал слезы, вспомнив эту сцену. Сознание его вернулось к действительности. Он оглядел друзей, стоявших рядом с ними. «Можно приступать к демонтажу», — сказал Ефим Иванович Пьянков. Так была остановлена и демонтирована Энская ГЭС. Эпилог. Прошел год. Друзья восьмером стояли перед спасенной землей и окидывали ее взглядами. Благодатная нива расстилалась пред ними. Видны были пионеры, пришедшие на уборку урожая. Девочки сплели венки и надели их на головы. Мальчики пели пионерскую песню. Георгий и Вера стояли поодаль, держась за руки. Вера была в белоснежном платье, похожей на невесту. Георгий повернулся к Вере и спросил Веру. 2 раза, Вера. Георгий повернулся к Вере и спросил: «Вера, на какой прекрасной земле мы живем?» Они стояли рядом,
молодые и одухотворенные. Девушка повернула к нему свое лицо. Он наклонился и поцеловал ее в губы. И последнее. Понимаю, что подобный финал может вызвать нарекания, но цель искусства – убедить в том, что справедливость торжествует всегда. Положительный финал – убедить читателя в том, что борьба его во имя Родины осмысленна и верна. Теперь все. Ну что, бать, по-моему, нормально. Молоток. Труженик ты мой милый. Ну, приедем, я еще дома все глазами внимательно посмотрю, ладно? Бать, ты знаешь, я ведь тебе дачу снял под Москвой. Минут 40 езды. Места чудные. Вот. Билет я уже купил, но я тебя предупреждаю, что вначале мы навещать тебя не сможем часто, потому что сейчас Дашка, видишь, музыкалку пошла. Но суббота-воскресенье твои. Ну что, 3 дня хватит на сборы? А? Да. Бать, ну кончай. Я тебе говорю, приедем, я прочту. Ты как писатель, я как читатель. Переезда не будет. Бать, ну а что случилось, собственно? Почему не будет? Что, Сереже не понравился папин роман, да? Ты сколько читал? Ты 3 часа читал. Я сидел и слова тебе не сказал. Тебе же не понравилась моя диссертация. Дело не в повести. Я читал немало, не заблуждаясь на твой счет. Ты и твои друзья – люди конченые. Это вне обсуждений. Это для молодых, для тех, кому необходим идеал в будущей жизни. Вера – вот кардинальный вопрос каждого поколения. Идеал надо предложить молодым. Иначе вы оставите их с одним ура. С каким ура? С таким. Раньше на Руси как говорили, пели? За царя, за родину. За веру мы грянем дружный ура, так? Да. Царя, слава богу, скинули. Веру отменили. А мы как жили? С чем умирали? За родину? За Сталина? Перед смертью кричали. Победили с этим. Сталина теперь убрали. Что осталось? За родину ура! А родина для вас что? Звук? Родина в опасности, а вы глухи? Вы разучились страдать и любить. Да. Вы объединяетесь не для того, чтобы созидать, Родина все время а для в того, чтобы опасности. смеяться над Ой, бедами бать, я прошу и тебя, ошибками ну, Родины. перестань уже. Ваше единство в критике того, что сделано и делается, в насмешках Слушай, и анекдотах. побереги А сейчас, ты в себя, настоящий бать, а? ответственнейший момент, Побереги, ради вам бога. дали возможность знать все точки зрения на тот или иной предмет, а вы потеряли стержень, вы сбили с дороги, вы забыли о цели, вы даже не знаете, что такое цель, а ты сам на глазах превращаешься в шута. А да, и я А сейчас шут, каждый человек и я должен найти место в циркач. борьбе, Так а не что отношение к ней. же? Вот 500 тысяч гектаров плодородных земель погибло из-за постройки одного рыбинского водохранилища. 190 городов. Более 5000 деревень погибли безвозвратно. И вместе с ними ушла русская культура, создававшаяся веками. Я не писатель и не стремлюсь, но смысл и боль ты должен был понять. Ты мертвый человек. Мертвый человек. Ничтожество. Нищий и убогий человек. А ты-то кто, бать? Ты что, твои гидростанции я, что ли, строил? Или это я ура орал до посинения, когда вы там топили города и села? Да меня в помине не было, когда вы там такое портачили в своем энтузиазме, от чего сейчас самим страшно. Ура! Я это ура твое выдавливаю из себя всю свою жизнь, потому что стыдно. Неумно, знаешь ли, всерьез строить, а потом лабуду писать про спасенную Россию. Чего ты своей жизнью добился, и вы все? Того, что мне 38 лет, а я жить не хочу, этого, да?
Вы врали, вам врали всю свою жизнь, и теперь боитесь друг другу сознаться. Счастлива мать. Она не увидела, какого подонка. Да хватит! Ух ты! Да я не мог физически приехать, я не мог, 100 раз тебе уже говорю, я не мог быть у мамы на похоронах. Я приехал к тебе, потому что свою отец, жизнь потому что сегодня Я провел в труде. здоровья завтра нет, Люди, потому что старый уже. окружавшие Что меня, ж ты делаешь-то не все заслужили время? ни одного худого слова. Мы умирали за вас. Нам Мы нет строили для вас преград, новую а жизнь. нам их и не надо. Не могу больше, замолчи. Ты враг. Ты настоящий, страшный враг. Я прошу тебя уйти. Уеду я шут, я мертвый человек, сам знаю, ладно. Ну, будь здоров. Многие лета спасителем Отечества и лично тебе, Кирилл Иванович. Что ж ты из меня говно-то делаешь, бать? Ну я же... Провались ты. Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Goodbye, Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощание. Где стали слишком малы твои тертые джинсы. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Goodbye, Америка, о, где я не буду никогда. Услышу ли песню, которую запомню навсегда. Дорогие друзья, мы продолжаем концерт нашего рок-клуба. Для вас играет свою программу группа Nautilus Pompilius. Если нет любви в твоих проводах, если холоден голос в твоем телефоне, я могу понять и могу простить. Я звоню никуда, я забыл даже. Как называется эта хреновина-то? Наутилус Да я не знаю, но как-то моллюск какой-то. Но это не точно. Повесишь на стул позабытую тень. Ты мне весь нос уже сожгла. Казанова, Казанова. Моллюски, значит. Вот так вернешься, руками разведешь. Откуда вернешься? Да сидел 2 года, дали 5, выпустили раньше. О, смотри. Раньше здесь перемычка была. Ворот подновили, наверное, к празднику. А за что сидел? За аварию. За что? Шахта обвалилась. 2 покалечила. А я инженер ответственный по безопасности. Понятно. Ну вот, вернулся.
корреспондент, значит, приезжает. Андрей Иванович, будем писать о несправедливости, проявленной к вам. Я говорю, а кто мне 2 года вернет? Ну, надо же думать о будущем. И я о нем всегда думаю. Что там говоришь? Поберегись! Ух, черт. Ну, а ты кто по специальности? Я психолог лингвистический. Ну, интересно? Мне да. Идем посмотрим. а? Там чего-то кино не иначе снимать. Смотри. Пойдем, Андрей, как тебя зовут? Погаси, пожалуйста. Убери сейчас дымы, они здесь не нужны. Зачем вы балуетесь пистолетом? Это же боевое оружие, ну не игрушки же, честное слово. Взрослые люди, сколько можно говорить одно и то же? Коля, погаси движочек, соляры и так мало. Почему солдата патлы? Точно, кино. Солдат, кто бандит, кто охранник. Ты смотри, полная программа. Там моллюски, здесь кино. Андрей, не забудь, сигнал на ранение. Ты смотри, бандиты, милиция. Доигрались? Я же просила не баловаться с оружием. Уберите людей с площадки. Костюмер, рубачка запасная у нас найдется? Слышь, когда я маленький был, мне отец рассказывал, точно на этом месте машину зарплаты ограбили. Идем на шахтный двор, оттуда виднее, а? Прямо в сын. Я не понимаю, что творится. О, скоро на голову садиться будут. Аэроплан! Аэроплан! Замечательный труд академика Трофима Денисовича Лысенко «Агробиология», опубликованный в 1948 году, рисует путь последовательного развития мичуринского учения за последние 15 лет. Агробиология, страница за страницей, повествует о непримиримой борьбе академика Лысенко с врагами мичуринского учения, менделистами, морганистами. Ты смотри, откопали, а? Читателями раскрывается Киношники, наверное. Путь Эй! Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. это своего рода повествование об историческом прошлом. Командир! О борьбе Ты не заблудился, а? Кто будете? Российской Всесоюзной Артист, Академии что ли? Ага, хозяйственных из наук. Голливуда. В августе 1940 Приехали к тебе за опытом. Да ну. Да. Откуда? Из Голливуда, говорю. основой Понятно. А гербиза, документики-то у вас есть, а? Ты смотри, я вот тебя сейчас из седла выдеру и набью одно место. Ковбой сопливый. Ты меня? Я тебя, а он мне А ну не с поможет. места! Стрелять буду! Тихо, 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 Представитель командир, власти. уберите дуру. Они как... А ну-ка вернуться на шахту! Ты что, одурел, что ли, ты? Вперед! Вперед! Лысенко показал, что путь Ну что, артисты, давай вперед! Давай, давай! Куда? А ну-ка! Да убери ты руки, что ты заигрался. Спокойно, Ну командир, давай! спокойно, спокойно. Ну, Вот, деньги привезли! к стене. Тётя Дусь, а ты чё не на воскреснике, а? Воскресник, воскресник. Какой может быть воскресник? Ты власть или не власть? Ладно, ладно. Третий день деньги не везут. У меня Аглоедов полный дом. Обещали 5-го, а сегодня 8-е. Воскресник, ты что ли мою семью кормить будешь? Один малохольный на воскресниках всё. ошивается, и ты туда же. Вот жизнь окаянная. Так, документы. Вывернуть все из карманов. Считаю вас подозрительными личностями. Конечно, если вы простые люди, вас отпустят. А если американские шпионы, вам крупно повезло. Я в разведроте служил на Первом Белорусском. А будете сопротивляться, продырявлю вам башки. Шизой, ты за дуру свою не хватайся, там же боевые патроны. Денежки-то не наши? Слышь, смотри. Так. И курево заграничное. За дураков нас считали. Не могли замаскироваться получше. А ну-ка к стене. Руки за голову. А ну-ка, живо! Ну! Болван. Аня! Да, Ребенка. 2:12. Жду. Ну все, командир, поигрались? Кончай эту комедию. Стоять.
Деньги, что ли, привезли? О! Вот и бандиты. Стоять! Нет, все-таки кино. Стреляй! Бей! Доверенно! Да что это? Дядя! Чего возишься? Дядя! Дядя! Кино. Отойди! Дядя! Отойди! Бежать! Ходу! Мы с тобой с ума не сошли? А на пару. Ёлки-палки. Это ж Сашка танкист. Он на нашей улице жил с сестрой. Когда затихает природа, и яркая всходит луна, матросы погибшего флота на скалы выходят со дна. Витька тебя мама зовет! Ты слышишь, Виш, ты что не разумеешь? Баллада. А ладно, пиши. Тетя Мань, песню вспомнила? Та у мене тільки твої пісні в голові. Знову старкара забула. Ну иди тогда гуляй, свободно. Сашенька, я потім принесу, як згадаю. Потім, усе забуваєш. А щоб ти сказився. Забула, куди йшла. Я не помнила, голова дырявая. Сашко, ти куди пішов? Сашко, верни, Сашко. Що таке? Німці везуть! Німці везуть! Тебе что, жить надоело? Was ist los, Kurt? Ein armer Schlucker ist beinahe unter die Räder geraten. Ein Blinder, glaube ich. Was will er? Приезжай! Der bittet um ein Lied. Сашко, Sagt, ohne Lied geht es nicht. Веди, Сашко. Да веди, Nur Mut, Johann, wir kehren daheim. Wir sind am Leben und kehren heim. Sing doch. Ich versuch's. Gut. Володь, что они такие скучные? Эх, вы! Zähl dich nicht, wir wissen doch alle, wie du singen kannst. Быстрее! Песню! Давай! Ну-ка, Wie lange werden wir warten? переводи. Hitler kaputt, Hitler kaputt. Мужики, эх вы! А, домой же едете! Песню! Leben was hatten die beiden? Arme Luder. Wir sind alle arme Luder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Diese Heimat ich schau und grüßen froh deine lieblichen Augen. Nun lass ich ruhen den Wanderstab, weil Gott getreu ich gepilgert hab. Значит так, я шел справа, ты споткнулся и упал. Значит, да, самолет еще пролетел. Падай. Ну что? Ничего. Ничего. Так, сейчас я попробую с другой ноги. Подожди. Хоп. Нет, да. Давай еще раз. Ну-ка, давай попробуем как. В обратной съемке, как в кино. Так, ну-ка. Раз, самолет. Ну-ка. Нет. Так, ну что делать-то будем? Может, надо повторить завтра? В это же время. А ты не помнишь, во сколько я упал? Черт его знает. Может, это около 7. Как надо вычислить. А в милиции на газетке-то 49-й год был. Ну, правильно, все совпадает. 8 мая, завтра праздник. 49-й год. Бред какой-то. Что же у нас в 49-м было-то?
Ни хрена не знаешь. Атомную бомбу мы, по-моему, изобрели. А Донбасс когда били? В 43-м. Отец еще рассказывал, они с матерью изолятора в развалинах собирали. В 43-м? Ага. Так, по-моему, ГДР образовали. Слушай, так я ж родился в 49-м. Ну, поздравляю. Вот так. Бред, да не может этого быть. Ну, почему не может-то? Может. Мне, когда срок дали, тоже не верилось. А оказалось, действительно. Черт. Похожее ощущение. Ну, давай знакомиться. Немчинов Андрей Иванович. Тухманов Давид Львович, шучу, Пшеничный Сергей. Тебя дома-то не будут искать? Да, кому? Мне жена должна звонить. Бред. Здравствуйте. Здрасте. А это, говорю, стой. Не подходи. Тут подходи, глухой. Дай мне Ну куди ти без мене? Ну здурів чи що? Мене пожалів. Ну що я тобі такого сказав? Ну що я сказав? Ну нічого наградами зарить. Сказав, ну наші вони кровні, а тих пацану. Ну не цацькі, наші кровні. Ну і все путем. А що я такого сказав? Ну. Не ори на меня. Да не оруй на тебе. Ну не оруй ти. Срезал меня. Немец. Ну все путем. Ну все. Ну що, все, ну і все путем, ну ми стільки з тобою бачили. Ну кров друзів, сльози матерей. Ну ми ж з тобою, все, ну і все путем. Ну і все путем, ну. Не заслужили. Ты слепой, а я хромой. Пойду. А вместе мы полноценный организм. Ну что, ну пойдем. На место, пошел. На место тебе говорю. Пошла отсюда. Фу. Кирилл! Ой. Пират, место! Место! Место, я тебе говорю! Место! Я тебе! Ух ты! Проходите. А вы кто? У вас такое лицо знакомое. Вы на экспериментальной станции в Сталинско-Кузнецком не работали? Кирилла нет. Он уехал в район кадров просить. Стране нужен уголь, кадров нету. У нас даже многие женщины работают. На работу ходят, а дети зачуханные. А вы не инженер? Нет. А жалко. У нас инженеры на особом счету. У них даже общежитие отдельное. Да вы так не волнуйтесь. Кирилл обязательно скоро приедет. Услышит, что кассу ограбили. Забоится за нас. Страшно, конечно. 3 убили. Так. Вы, наверное, с юго-западного знакомы. За что? С юго-западного. Этого я не знаю. А я пойду. Вы только не уезжайте. Нет, я сейчас пешком прогуляюсь. Что-то нехорошо.
Смотрите, не уезжайте, а то Кирилл меня заругает, что не сагитировала. Ага, ладно, я ну, пошел. Ну, я пойду. Общежитие налево, по улице. Серега зарубит! Беги! Брысь! Все, оторвались. А я к своим пошел, идет. Здравствуйте, говорю. Как дела? Пока говорит, кто такой? Документы? Я забыл, как что ограбили. Они сегодня все бандитов боятся. Я говорю, ты что, мужик? Может, я корреспондент? А он топор в руки и за мной. Надо же. Оба живы. И пахан, и мама. И я маленький, бегаю. Хорошо, правда. Ну ты чё, у своих-то был, слышь? Был я, маму видел. Ну, надо что-то решать. Как-то устраиваться, слышь? А? Осторожно! Опять лошадь, ты смотри. Или устраиваться надо, а то родной тебе с ментовку сдаст. Ну как это называется? Убьют ведь, застрелят или зарежут, и концов не найдешь. Ну, у меня машина сломалась, я тороплюсь, спешу. И что же, калитка нараспашку, дверь открыта. Ну как же так, ну? Не любишь ты меня, себя не бережешь, не жалеешь. Вот еще раз повторится такое, я в дом не войду. Живи одна воспитывай, ну. Ну вот, совсем глупый у нас мамка. Алло? Как слышен? Прием. Шевелится. Здорово, мужики! Ну что, выдали на гора? Ну пошли. Ну что, к нам надолго? Вместе надо держаться. А на шахте-то не были еще? Здрасте, мать. Здрасте. Уголь стране позарез нужен. Тут арифметика простая. 1,5 года я на шахте, 1500 на книжке. У меня мать в деревне бедствует. Привет. Привет. У меня братан был, так он на войне погиб. Я что решил? Я решил, гроши накоплю и женюсь на невестке. Угу. Пошли. Слушай, а сегодня какой день недели? Воскресенье. Так что ж мы идем, если воскресенье? Здорово. Как чё? Так день повышенной добычи. Ты что, пошли. А я вначале ничего не понял. Петренко к начальнику. Я испугался, оказывается, новенький. Не дрейфь. Я вначале тоже шахты боялся. Посвящается в шахтеры! Аминь!
Целуй. Да перестань ты ей. Что ты? Как думаешь, война с Америкой будет? Что? В каком смысле? А, нет, не будет. Выходи. Здорово, бабоньки! Здравствуй. Пошли. А что это с тобой за новенький, а, Федь? Ты под ноги смотри. Здрасте. Ну? Это что? Дверь вентиляционная. О, чуешь, угольком как пахнет. Ну что, не страшно? В лаве хуже. Там узко, тесно. Зато дороги из лавы широкие. Потому как в забое человек поставлен лицом к природе. Легче проявить себя. С виду маленький, неказистый перед громадиной. Обязательно выходит победителем. Понятно? Ну чё встал? Пошли. Дальше к забою теплее будет. А вот спиртного шахта не любит. Идешь и метров на 200 разносит запах по выработке. Пошли. Так что никогда не пей перед спуском, понял? Это шахта старая, дореволюционная еще. Вижу, что революционно. О, ты смотри, какая красота. Это снег, что ли? Ты что? Это шахтная плесень. Вот говорят, если в мире ничего не лишнее, то ее когда-нибудь используют. Ох ты, а. Ты про пиццелин слыхал? Читал. Во, чудеса, говорят, делай. А тишина, а воздух. Айда. Ты смотри, а. Ну надо же, а. А наколенники я тебе из автомобильной резины сделаю. Зачем? Так колени все до костей сотрешь. Пошли. Слышь, нахрена ж вы в таких условиях работаете? Так уголь стране нужен. Во. Вот он. Мухарев. Лучший забойщик. Зубки личным способом закаливает. Добрый час уголек добывать! Вот мы и дома. Инженер! Горняк! К нам, да? Валя, кофе! Прости, руки-то как следует пожать не могу. Сухожилие перебито. Садись. Да ничего, ничего, спасибо. Садись. Спасибо. Инженер, значит. Дело, голуба. Я здесь 2-й месяц. Трудно, браток. Восстановительных работ под землей много. Производительность не дотянем до довоенной. Растеряли горных мастеров. Андрей Иванович. Да. Андрей Иванович. Ты начальник без участка, а у меня участок без начальника. Сторгуемся. Я тебе клянусь честью шахтера, процентов на 20 можно повысить общую добычу. А 20 и 60 – это уже 80% довоенной добычи, правильно? Правильно. Вот. Жизнь-то. Жизнь-то больше всего тепло любит. У нас сегодня день повышенной добычи. Сейчас пойдешь на шахту «Молодежная», осмотришь заброшенные шурфы. Угу. Сейчас ты... Из Москвы. Она страшно довольна, себя все долой и в позочку. А он пристраивается и умиротворенно говорит, а теперь медленно, медленно и в люлю. Новенький. Да новенький, он первый день на шахте. А ты, Федор, опять без харчей. Ой, кулак. На, держи. Угу. Спасибо. Шахтер? Нет. Ну, а то чепуха. Научим. А родные как? Жилька, е. Вот так, вот так. Далеко. Плохо. Война в гроб, ее мать столько делов наделала. А ты родными бросаешься. Ну что ты киваешь, слухать надо, старший. Ну, дед. Федя! А?
Мамаша-то пишет. Сад они вырубили от налогов. Одни пеньки торчат. А яблоки у нас были. Вот такие здоровые. Ну что, не диверсант у тебя, что ли? Всей стране тяжело. А они, понимаешь, от налоговых кусты. Куда советская власть смотрит? Ну не все ж такие придурки, как ты. Ты, сопля, прикуси язык. Там наверху лучше нашего знают, кому что полагается. А если я яблочек захочу, приду на базар, а там фиг. Я когда-нибудь угроблю этого шибзика. Скажи ему! Мы тут в курсе. На передовой трудового фронта корячимся, а не? Чё хнычешь, Федор? Бухарь-то правду сказал. Василий. Что, обиделся, что ли, а? Ой, ой. Плохо. А что такое сказал? Что он взбеленился? Побежал, видите ли. Да черт! Обиделся. Шипздик. Эй, антрацит! Хоть сюда! Здорово, антрацит. Ха-ха-ха-ха. Че он такой худющий-то? Смотри. На! Сальца дай ему, сальца. Давай. Корми свою семью. Фрау-то разродилась вчера. Что, уже, что ли? Да, 4 рта. У Федьки дай выработки. Мужик, что ж ты хочешь? Антрацит. А вот и Роза пришла! Ну-ка, бери. Ой, Розочка пришла! А я растерялся. Смотри, Розочка, газомещик Многолюдкин один. Опасно. Крысы здесь, значит, не взорветесь. Ну ладно, пошли. Рядом поработаем, посмотрю, какой из себя шахтер получится. Стахан из хрен. Михаил Иванович, не замерз? Парень я молодой. Будто с бородой. Я не беспокою. Давай пошевеливайся, что хлеб не стыдно было в руки брать. А когда Уйди отсюда. будем стриться, будем. Давай! Ребятки, кровля заиграла! Атас! Живее, ребятки! Бухарь! Это же не человек, это же бутчик! Федор! Что как штаны наклал? Сейчас гребнется. Во. Смотри, дышит. Эх, еще бы пару стоечек, а? Куда? Куда, сопляк? Бухарь! Левее еще спину! Спину давай! Опри с ногами, Людкин! Людкин! Ой, Ноги отстали. Ноги больно. Ноги отстали. Ну что ты забился, как сука в конуру? Помогай! А когда прогоним фри... Ну что, старатели, управляем сюда, работнички. Будем бриться. Эх, стриться, бриться, умываться. Смело целоваться. Эх, блин.
Серег! Ну и видок у тебя. А я, старик, в порядке. Лично с начальником шахты знаком. Видишь, одели по разнарядке. О, денег даже дал на всякий случай. Говорит, не заманят ли империалисты в западню нашего ума? Я говорю, не беспокойся, Штюхин, не заманят, не позволим. О, газет я натырил, что в курсе был. Сейчас почитаем. Значит так. А интересно, Серег. Вот смотри, в Москве строится станция метро Смоленская. Так, создан Атлантический блок НАТО. Что там еще есть? О, реакционная генетика на службе империализма. Ты смотри. О проблемах профтехобразования пишут. Сколько лет прошло, а проблемы все те же. Пошли. Кстати, Сереж, много общих проблем. Ты куда? Проволоки. Еще раз попытаемся. Ну что ж, попытка не пытка. Рискнем. Агробиология, страница Подожди. повествует о непримиримой борьбе академика Лысенко с врагами Мичуринского Да хватит истериковать, Марадона. морганистами. Перед читателями проволоки раскрывается здесь делают. А в чем? процесс, путь к торжеству материалистической биологии над идеалистической. Агробиология – это своего рода повествование об историческом прошлом, о борьбе, увенчавшейся победой на сессии Всесоюзной академии У Брэдбери есть такой рассказ. Два мужика попали в другое время. Подошли, бабочку раздавили, потом вернулись. Нарушилась причинно-следственная связь. И мы вот так же вернемся, а там болот, как батя говорил, или еще хуже, помойка. Брэдбери, Брэдбери. При чем здесь Брэдбери? Здесь же все-таки Россия. А ты на какой шахте работаешь? А пьяный, там сегодня парня задавили. Дерево у них дефицит, вот елки. Че ты? Я ж за нее и сидел. Восстанавливали наспех, ну и вырабатывали, пока не рухнуло. Я столько раз предупреждал, а мне еще и срок дали. А я ее закрою к чертовой матери. А тебя на молодежную. Там и заработок, и пресса вся там. Хочешь? М? Ты куда? Пошли погуляем. В гробу. Ну ладно, иди, поной. А я воскресник погляжу. Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. А хрен с тобой. С парнем. Вон до того куста. Давай! Вон до того куста. Давай, давай!
Роза. Дерево на шахте дефицит. Люди из-за него гибнут, а Роза не иначе стоечку домой прет. И так всю страну и разворовали. 2:12 жду. Все, Роза. Идем. Куда? Дур. Домой. Держи. Помогаю. Роза, а ты живешь-то где? Устал я нынче. Смотри, далековато ты живешь-то. Пришли. Стой! Кто идет? Я! Это кто? Это мой брат, не беспокойся. Саш! Подожди. Я. Ну вот я молчу, а он говорит, давай трясу. Саша, только не ругайся, хорошо? Обещаешь? Ладно. Все. Здорово. Да что там стойка? Тоже на растопку. Не журись. Что такой мокрый? Да трудовой пот. Веселый хлопчик. Ага. Пойдем в хату. Пойдем. Повечерим. Какой ты шахтер. Думаешь, глазами видит? Вот смотри, какой я был с глазами. О, орел. А это кто? Ой, когда было. Это еще с войны. А сегодня немцев пленных обратно домой отправляли. Сашка на весь воскресенье кричал. Кричал. Сашка, а я спросить хотел, а чего их никак не отправить-то? Войну помнишь? Кто, я? Сашка, войну надо помнить, чтоб не забывать. Я ее прошел от и до. Первый белорусский разведрота. Я, Сайка, знаешь, видел такое, чего тебе и не снилось. Сашка, гибель друзей, смерть близких, слезы матерей. Господи. Ладно, я сейчас отошел от войны. Занимаюсь лингвистической, ну, в общем, журналистикой. О! Ой. А что это? О, это мои влагонепроницательные. Ребята, это история. Помнишь встречу на Эльбе? Мне именные часики-то. Мне их подарил командующий союзническими войсками Эйзенхауэр. Дуайт. Гляди на. Сань, а что у вас началось? Ахуй, поселите там или как? А что ты такой? Сань, ты меня спросить хочешь? Ну ты спрашивай, а? Дай мне песню, которая без войны. Песню? Ща. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой отправился парень молодой.
Что ж ты не спишь-то? Принеси мне воды. Ага. О, Господи. Роза. Хорошо. Спасибо. Слушай, возьми. Вот сделай, как когда гладит. Вот. Ну. Как живешь-то? И хорошо. Молодец. Я никогда не крала. Чего же они ее бросили? Кассову награбили, 3 человек убили, ребенка милиционера. А в прошлом месяце всю зарплату на займы забрали. Живем как мураши. Присыплет, выкарабкаемся, опять копаемся. Как мураши. А ты сексуальная. Какая? Хорошая, значит. Правда, Федьку жалко. А может, отходили? Навряд ли, конечно. Да и что лучше-то неизвестно. Инвалид на всю жизнь. Ой, Кучковский. На работу скоро. Не любишь ты меня. Себя не бережешь, не жалеешь. Вот еще раз повторится такое, я в дом не войду. Ну вот, совсем глупая у нас мамка. Здесь. За углом подождешь. А что случилось? Роза! Кто кричал? Что случилось? А? Не могу я! Сереженька, ну я измучилась. Взял 4-й год кричит, но это забыть не может. Сереженька, не уезжай! Не останься. И я предупреждал Кирилла Ивановича. Попридержи язык. Партия не заслужила, чтобы даже такие уважаемые люди, как твой муж, позволяли себе оскорблять и меня, и руководство. Справедливость восторжествует. Найдутся люди, которые поймут и простят. Преступники будут наказаны. Роза. Кто? Что же вы? Забулдыги! Девку пугаете! Я проснулась. Она и так вся облапанная. Ты что, одурел, что ли? Не Мало надо. баб сохнет. Я из-за Саня, таких, как ты, если на ты думаешь, что... фронте глаза Саня, я тебе говорил, что у меня потерял! ничего не было. Ты нормальный. Ничего
ничего не... Да уйди ты отсюда! Убью! Ну ты даешь. Молодец. Дядя Петя, Ну тетя ты орешь! Галя! Чего надо? Шоколада! Сказала Пранчи, я сам ушел. Сейчас дядя Петя даст тебе шоколада! Ладно, передо мной не надо выдрючиваться, я и сам все помню. И милый, и дорогой, и любимый, все твои Ах поцелуйчики. ты, Да ладно, паразит! ну ты что, с ума? Ух ты! Дура же ты! Ох! Идиот. Товарищ! Саша! Здесь проживает воровка! Она стойку украла! Проверьте, Саша! я видел сам! Неправда! Сестренка! Козел! Сестренка! Иди сюда! Неправда. Валюша, здравствуй. Тюкин у себя? Здрасте. А вы, собственно... Здравствуйте, товарищ Тюкин. Здравствуйте, ко мне. К вам. Значит так, товарищ Тюкин. Я на Молодежной был, заброшенные шурфы осмотрел. Но главное, на пьяную заглянул. Выводы и предложения записал. А вы, простите, кто будете? Как кто? Немчинов Андрей Иванович. Бывший заместитель начальника участка, инженер. Ну, вчера решили приступать. Инженер. Горняк! К нам, да? Валя, кофе! Прости, руки как следует пожать не могу, сухожилие перебито. Садись. Садись. Инженер, значит. Дело, голуба. Я здесь 2-й месяц. Трудно, браток. Восстановительных работ под землей много. Производительность никак не дотянем до довоенной. Растеряли горных мастеров, Андрей... Андрей Иванович. Андрей Иванович. Ты начальник без участка, а у меня участок без начальника. Сторгуемся. Я тебе клянусь честью шахтера, процентов на 20 можно повысить общую добычу. А 20 и 60 – это уже 80% довоенной добычи. Правильно? А жизнь-то больше всего тепло любит. Пожалуйста, кушайте. У нас сегодня день повышенной добычи. Ты сейчас откуда? Я из Москвы. Ты имеешь тайный умысел. Как там? Не слыхать ли чего нового про братский... Китай. Китай? Я чего опасаюсь? Как бы империалисты не заманили в западню нашего МАО. У них, у реакционеров, золота много, промышленность развита, то все. Одно могу сказать, товарищ Тюкин, твердо. Китайский народ победит и будет строить светлое будущее. Добре. Правильно, товарищ Немчинов. Заживем получше, поможем братьям нашим. Восстановим промышленность, всем парочку добрых урожаев и опять богатстве. Нам с тобою угольку главное дать побольше. А ты, знаешь, прям сразу вот так, с предложением. Почитаем. Кстати, у тебя с деньгами как? Помощь не требуется? Держи. 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 Здрасте. Ну что, ребенка, Мерина твоего опять вчера застукали. Распустил скотину. А кто же виноват? Мужики ваши. Не сам же он себе наливает. А может, ты сам? Здорово. Ты в шахте был? Не, смотри. Милиционер-то наш живехонький, узнаешь? Так и Тюкин меня не узнал. Слышь? Кофе напоил, 4 бутерброда. Потом вот денег дал. Тебе? Заело время, понял? Меню в столовой вчерашнее. После работы воскресник. Все по новой пошло. А в 10 часов телеграмму из министерства принесут. А потом ограбление. Не веришь? Андрей Иванович, зайдите, пожалуйста, к Тюкину, срочно! Накрылась наша бабочка. На моем столе лежат 2 документа. Документ 1. Правительственная телеграмма. В связи с резким понижением добычи по комбинату прошу принять меры безусловному выполнению добычи и поставки коксующегося угля. Заместитель председателя Совета министров.
Документ второй. От начальника участка Немчинова. Товарищ Тюкин. Занят. В связи с бесперспективностью работы на шахте «Пьяная» предлагаю ее закрыть. Могу задать вопрос? Конечно, можете. Пока будешь восстанавливать шурфы, «Пьяная» будет стоять. Будет стоять. Угу. Сколько в сутки дает «Пьяная»? 20 тонн. 20 помножить на 20? Ну, 400. Значит, согласно твоему документу, 400 тонн угля я умыкаю у государства. Да каждая лава перекроет в несколько раз, и через 20 дней... Через 20 дней от твоей головы останется воспоминание. Стране нужен уголь. Уголь. Вот реальное задание нашей партии. И вот наш ответ. Через 30 лет она обвалится, а я сяду. И мне моя жена кукукнет, как заключенному, понял? Через 30 лет другие коммунисты ответят перед партией. А наша задача выстоять в наше конкретное время. И с этой точки только диверсант и провокатор может, по-твоему, ответить на требования руководства. Ты мне своей бумажкой не тычь! Я твоей бумажке место знаю! Давай, давай! Звони! Тюкин, 2:12. Жду. Давай, давай, закладывай! Ну, давай, давай, ну! Пес! Ребенка! Вернуть! Скажи. Ребенка! Ребенка! Быстро! Черт! Кирилл! А вы кто? У вас такое лицо знакомое. Вы на экспериментальной станции в Сталинск-Кузнецком не работали? А Кирилла нет. Он уехал за кадрами. Стране нужен уголь, кадров нету. Я тебя последний раз предупреждаю. У меня и так голова кругом. Кассу шахту управления сегодня ограбили. Ребенка убили еще троих. Завтра похорон. А ты война кончилась. Юра, Юрочка, ты только пиши! Куда ты прешь, а? Ну не тычь ты меня своим берем! Помни, у тебя брат растет, он должен равняться на тебя! Не расстраивайся, не расстраивайся.
Во всех лавах тысячи последователей Запорожца и Пастухова. Они ведут за собой Донбасс. Не за горами тот день, когда Донбасс скажет: есть довоенная мощность. Ой, как я хочу на Камчатку. Вся краина на нас дивится. Шахтеры! Друзья, все вы уже ознакомились с телеграммой, присланной нам сегодня из министерства. Мы знаем, как заботится партия, правительство об улучшении жизни советского народа. 1 марта было произведено очередное понижение цен более чем на 30 наименований. Теперь нам угольком это подкрепить надо, чтобы еще больше росла мощь советского государства. Слово предоставляется новому инженеру товарищу Немчинову Андрею Ивановичу. Дорогие товарищи, я счастлив тем, что выставляю сегодня на повестку дня свое новое и неожиданное предложение о закрытии шахты «Пьяная». От себя могу добавить, что в Москве, откуда я только что приехал, мне была обещана самая серьезная и самая искренняя поддержка на самых высших уровнях нашего родного правительства. Не буду хвалиться, но горжусь этим обстоятельством и прошу вас отнестись самым внимательнейшим образом к моему предложению. Слово предоставляется лучшему забойщику шахты, товарищу Бухареву. Товарищи! Кажется, совсем недавно закончилась война. И вот опять вырос и гремит Донбасс. А вместе с ним и наша жизнь в гору идет. Прямо скажу, душа радуется, как подумаешь о нашем родном товарище Сталине, о том, как верно ведет он наше государство. 82. 86. 84. Ты что? С одним ты еще 86. Люди в советской стране. 2:12. Жду. Сегодня будет совершена попытка ограбления машины с зарплатой шахтеров. Требуется усилить охрану. Договорить. Надо уметь завоевывать. Строить его прочно и уверенно, как строить большой дом для большой красивой жизни. Говорит Москва. Горняки шахты готовят достойную встречу 70-летию любимого вождя товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Трудно выразить чувство благодарности, любви и признательности каждого из нас, наших семей, к родному товарищу Сталину. Со Сталиным мы побеждали, побеждаем и будем побеждать. И в этом смысле, дорогие товарищи, чрезвычайно важной представляется мне инициатива, проявленная новым инженером, представителем, так сказать, шахтерской интеллигенции. Сегодня день интересно шахты, а как глубоко проникся ее проблемами. Корень смотрит, товарищ Немчинов. Побольше бы нам таких инициатив. ну-ка дай-ка мне. Еще важно то, что мы всем миром, так сказать, принимаем решение этого вопроса. Не только мы выполняем задачи, пущенные нам сверху, но и станет Ну что, и у тебя не получается? А? Жаль. Но, товарищи, все мы также знаем реальное положение вещей. Всем вам известно, с каким трудом, наступлением зимы, мы буквально вытираем уголь
для отапливания шахтерских домов, для своих, так сказать, личных нужд. Это жизнь, товарищи. Наша с вами жизнь. Шахта Пьяная дает в сутки 20 тонн угля. Это немного. Но и немало. И может давать больше. По предложению того же товарища Немчинова, даже своевременный и строгий учет порожняка позволит значительно повысить добычу угля. Я сам берусь быть первым помощником товарища Немчинова в этом насущном и главном, товарищи, реальном вопросе. Сергей! Ну, отпусти! Серега! Серега! Живой, черт! Здорово, подлец! Пилигрим ты хренов! Слышь, Серег, а я сначала не понял, что ты уехал-то. Где Сергей? Даже ждать не сразу стал, пока понял. Он даже календарь завел. Ну иди садись. Так. Пей. Ну, будь здоров, а сам? Я не буду, не. Я тут попил одно время, все, больше не могу. О, зубы-то нет. Как-нибудь потом расскажу. Один раз ночью сплю, вдруг бабах! Вскочил. Думаю, черт, ну а вдруг его завалило на шахте на Пьяной. Ай, идиот. Давай, икру бери. Как у Успекаева, да? Помнишь? Ваше благородие, госпожа Разлука. Ну чё, похорошела? Угу. Ну, рассказывай, как ты тут? Ну, а что рассказывать-то? Я тут как бог. Творю, караю, спасаю. Вот сегодня Федьку на шахту не допустил. Теперь он живой. Сегодня на воскресник патефон притащит. Пластинки хорошие. В общем, послушаешь. Да, касту не даю ограбить. Мужики теперь при деньгах. Кстати. Бери. А то мало ли что. Разных бери. Для меня это не проблема. Я каждое утро к Тюкину. Инженер, горняк. И сотни в день, как у стахановцев. Я, правда, поиздержался, мотоцикл купил. Машина «Зверь», киевлянин называется. Это же, даже видел. Вот горку никак взять не могу. И пьяную закрыть. А во! Помните, Джеймс, дружба народов России и Америки – это сейчас самый главный вопрос, который стоит перед человечеством. Это мы в кино ходим. 29 раз встреча на Эльбе. Я ведь раньше как думал. Главное найти какой-нибудь новый подход к ним, чтобы объяснить и закрыть эту чертову шахту. Один раз Тюкина с утречка поднял, в шахту засунул. Пласты выработаны, крепление аховое, шахта дореволюционная еще. Ну, показал, убедил. Решили закрыть. Надо Пьяную. Так нет. Товарищ Тюкин, вам телеграмма от гипопотама. Ну и снова здорово. Стране нужен уголь, провокатор-диверсант. Ну, я и запил. Взрывчатки насобирал, решил, взорву Пьяную. В церкви даже был. Мертвые оживают, живые как мертвые. Все можно, понимаешь? А на завтра все по новой. Я даже не знаю, выживет Федька потом или нет. Вот так и живу. Творю, спасаю. Устаю очень, Сережа. Очень устаю. Но главное, я уже знаю, как действовать. Понимаешь? Ты не видел главного, Сережа.
Они меняются. Если изо дня в день повторять одно и то же, они запоминают. Нужно только ежедневно и с полной отдачей. Ой, Андрей, да я тоже думал, и варианты пробовал. Убежать нельзя, я проверил. А изменить что-либо тоже. Значит, остается одно, чтоб этот день двинулся, не надо делать ничего, травинки не помять, тени не бросить. Главное, не вникать в их проблемы. Они же не помнят ничего, ни добра, ни зла. Как градусники, стряхнул и нет ничего. А я понял. Раз этот бешеный день повторяется, крутится, значит, это проверка. Проверка, понимаешь? Сможем ли мы хотя бы один день сделать таким, каким он должен быть? О, немцев увезли. Сейчас воскресник в разгаре. А пьяную я взорву. Взорви. Но они же в 3 смены пашут. С людьми же взорвать-то придется. Да какие они люди, Андрей. О чем ты говоришь? Смотри, это фантазия. Призраки! Это книжка, Андрей, про послевоенную разруху. Кино! Это было давно, поэтому этого ничего нет. Товарищи! Есть предложение назвать наш городской сад. Назовем садом имени Маркиза де Сада. И я, как гость нежеланный, слышу крик журавлей. Вон, гляди, сейчас лопату сломается. Ты гляди, гляди, гляди. Смотри, узнаешь? Вон твои. Побалакай. Я отца вызвал сегодня. Ну, чтоб с матерью побалакать. Здорово. Разговор у меня. О, да ты поплыл, милый. Вон сядем. Пойдем. Осторожно. Вот так, опа, сиди.